Известно ли вам имя Верицы Абренович, которую считают сербской Вангой и сербским Нострадамусом? Знаете ли вы, что многие ее предсказания уже сбылись? Смотрите видео до конца, и вы узнаете, каким будет мир в ближайшие несколько лет. И почему о жизни самой Верицы Абренович мало что известно. Вы готовы? Тогда захватите пару панкейков, наливайте чаю и поехали. Биография Верицы Абренович. Верицу Абренович называют одной из самых загадочных личностей в истории Сербии, известной как сербский Нострадамус. Она прославилась своими предсказаниями, тесно сотрудничая с правительственными кругами и военными. Ее пророчества касались различных мировых событий и природных катастроф. Детали личной жизни Верицы Абренович остаются скрытыми. Известно, что родилась она в маленьком городе Сараево в Боснии и Герцеговине, а жила в столице Сербии. Ее фамилия Абренович связана с сербской королевской династией, члены которой неоднократно занимали высокие государственные должности. Последний правитель из рода Абреновичей – король Александр Абренович, управлявший страной с 1889 по 1903 год. Вера в способности Верицы Абренович к предсказанию судьбы сохраняется и по сей день. Она оставила после себя богатое наследие, включающее предсказания политических событий и стихийных бедствий. Верица работала с югославскими военными и политиками, помогая им ориентироваться в бурной политической обстановке и природной стихии. Жизнь и деятельность Верицы Абренович были окутаны тайной, и лишь в последние годы ее предсказания стали достоянием широкой публики. Ее предсказания касались событий в Югославии, Сербии и других странах и включали как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы. Вдохновляющие предсказания Верицы продолжают привлекать внимание, становясь ориентиром для политиков и простых людей, желающих узнать будущее. Ее смерть 22 июля 2019 года вызвала широкий общественный резонанс, однако подробности ее кончины остались неизвестными. Верица Абренович не первая, кто оставил след в истории как величайшая в мире предсказательница. Кто еще пытался спрогнозировать будущее, и кому это удалось? Мишель де Нострадамус, родившийся в 1503 году, является фигурой, окутанной множеством споров. Его жизнь переплетена с историей Франции, Испании и Португалии, а его происхождение восходит к древнему еврейскому роду сефардов, который мигрировал с Пиренейского полуострова во Францию. Его настоящая фамилия – Мишель де Нострадам, но его чаще называют Нострадамусом. Нострадамусу приписывают точные предсказания французской революции, восхождение Наполеона Бонапарта, Первой и Второй мировых войн, а также появление Адольфа Гитлера. В его работах можно найти упоминание о пандемии COVID-19, поразившей мир в 2020 году. Что касается конца света, то Нострадамус якобы предсказал, что он наступит в 3797 году. Род Нострадамуса происходил из семьи сефардских евреев, обосновавшихся во Франции. Дед Мишеля, Гиассоне, работал нотариусом в Авиньоне и принял христианство, став Пьером де Нострадам. Отец Мишеля носил фамилию Нострадама и занимался юриспруденцией. Бабушка и дедушки занимались медицинской практикой в Орлье и Сен-Реме. Мишель обучался латинской грамматике, ивриту, греческой философии и математике. Он проявлял особый интерес к астрологии, что привело к тому, что его стали называть «маленький звездочет». Мишель де Нострадам, широко известный как Нострадамус, был не только предсказателем, но и врачом, фармацевтом, астрологом и алхимиком. Он начал свое образование в возрасте 14 лет в Авиньонском университете, когда Европа уже страдала от эпидемии чумы. В поисках лекарства от этой болезни он путешествовал по различным странам Европы, включая Италию, Швейцарию, Южную Францию и Германию. Некоторое время он провел в монастыре, а позже вернулся в Марсель и Эксу,
где помогал бороться с легочной чумой, работая ассистентом врача Луи Сера. Нострадамус активно изучал лечебные травы, создавая рецепт розовых пилюль, предназначенных для защиты дыхательных путей от заражения чумой. Эти пилюли, содержащие розовые лепестки, гвоздику, алоэ и опилки молодого кипариса, держались во рту, защищая организм от распространения инфекции. Хотя медицинское сообщество критиковало его увлечение народной медициной, считая, что он занимался изготовлением ядов и наркотических веществ, его рецепты имели успех, основываясь исключительно на натуральных ингредиентах, богатых эфирными маслами, которые обеспечивали антибактериальную защиту. В дополнение к разработке профилактических средств, Нострадамус предложил идею противооспенной прививки, которая должна была использоваться для борьбы с эпидемиями оспы. Однако идея не нашла поддержки у современников, и вакцинация против оспы началась лишь спустя 200 лет благодаря усилиям Эдварда Дженнера. К его научным достижениям относится также открытие 2 кругов кровообращения у человека, что впоследствии было подтверждено работами Уильяма Гарви. В 1534 году Мишель де Нострадамус окончил медицинский факультет университета Монпелье, получив звание доктора медицины, что позволило ему подписывать свои труды именем Нострадамус. Первые астрологические труды Нострадамуса вышли в 1555 году, но современники не принимали его серьезно как астролога, критикуя его за ошибки. Нострадамус стал знаменитым пророком благодаря своему труду «Центурия», который содержит загадки и зашифрованные сообщения. Этот сборник состоял из 353 катренов, написанных в поэтическом стиле, содержащих предсказания о судьбах людей и событий будущего. Его труды распространялись по Европе, привлекая внимание правителей и аристократов. Первая публикация его работ прошла незамеченно, но его популярность резко возросла после того, как он предсказал смерть короля Генриха II, что произошло в реальности. После этого Нострадамусу назначили должность придворного врача и астролога при дворе Екатерины Медичи, что увеличило его влияние. Мишель продолжал работать над своими астрологическими книгами, ежегодно выпуская малые сборники катренов. Всего за свою жизнь он создал около 10 центурий, состоящих в общей сложности из 942 катренов, посвященных различным аспектам жизни и культуры. В своих работах Нострадамус часто комментировал исторические события прошлых веков, делая прогнозы на будущее. Например, он предсказывал развитие стран Америки, называя ее Западом, свободным от британских островов и Новой Землей, а также предвидение событий в России, описывая ее как Аквилион, Галлию, Вавилон и страну с климатом, противоположным вавилонскому. Он также упомянул появление социалистического движения и Маркса, распространение электричества, радио и телевидения, а также предсказал освоение космоса. Последние дни своей жизни Мишель провел в тяжелых условиях, страдая подагрой и астматическими приступами. Он скончался 2 июля 1566 года, а его останки были захоронены в стене францисканцев-миноритов в Салоне. Спустя несколько десятилетий после смерти его могилу разрушили якобинские повстанцы, но поклонники восстановили ее, разместив остатки Нострадамуса в церкви святого Лаврентия в Салоне. Ванга – легендарная пророчица из Болгарии, настоящее имя которой – Вангелия Пандова-Димитрова, известная также как Сурчева. Она родилась 31 января 1911 года в Струмице, который тогда входил в состав Османской империи, а сейчас является частью Северной Македонии. Ранние годы Ванги были тяжелыми. Ее мать умерла, когда девочке было всего 3 года, а отец уехал на фронт, оставив ее на воспитание у соседей. Как Ванга потеряла зрение? Согласно этой истории, в возрасте 12 лет она попала в мощный ураган, или смерч, который поднял ее в воздух и перенес на значительное расстояние. Когда ее нашли, глаза были сильно повреждены песком,
занесенным ветром. Вангу лечили местные врачи, но безуспешно. В итоге она осталась слепой. Считается, что именно после этого события она начала проявлять свои необычные способности к предсказаниям и ясновидению. Молодая Ванга проживала и обучалась в специализированном учреждении для незрячих, которое находилось на территории нынешней Сербии. Полученное там образование оказалось весьма достойным. Девушка овладела навыками игры на фортепиано, вязания на спицах, кулинарии, а также изучила ряд школьных предметов, таких как математика, иностранные языки и музыкальное искусство. Впоследствии Ванга вернулась в родной город Струмица, чтобы оказать помощь своей мачехе, переживавшей сложные последствия родов. В зрелом возрасте Ванга вышла замуж за Дмитра Гуштерова, и они переехали в городок Петрич, расположенный на границе Болгарии, Македонии и Греции. Несмотря на детей, она продолжала вести активную жизнь, поддерживая связь с семьей и друзьями. В последние годы Ванга страдала от онкологии, но отказалась от лечения, предпочитая справляться с болезнью самостоятельно. Она предсказала дату своей смерти и умерла с легкой улыбкой на лице, подтверждая свой внутренний контроль над событиями. Ее похороны прошли в 1996 году. Тело было захоронено в собственном доме, построенном рядом с церковью Святой Петры в Петриче. В 2008 году в Петриче открыли музей, посвященный памяти Ванги, где хранятся ее личные вещи и фотографии. Дар Ванги начал раскрываться в 1940-х годах, когда она стала предсказывать судьбы жителям своего села и толковать их сны. Интересно, что во время этих сеансов голос Ванги менялся, становясь низким и мужским. Она утверждала, что слышит голоса умерших и общается с высшими силами. Поначалу Ванга скрывала свои способности, опасаясь, что ее сочтут безумной. Однако постепенно слухи о ее даре начали распространяться среди знакомых и друзей, пока не достигли мирового масштаба. Несмотря на глубокую религиозность, Ванга была православной. Она осознавала, что в глазах церкви подобные способности могли восприниматься как колдовство. Тем не менее, когда ее предсказания и целительства начали приносить реальную пользу людям, она уверилась, что обладает божественным даром, а не дьявольским. Первоначально Ванга помогала семьям фронтовиков, сообщая им информацию о судьбах их близких на войне. Со временем поток людей, желающих получить совет или предсказание, стал настолько велик, что ежедневно к ней приходило до 130 человек. На протяжении всей жизни Ванга сохраняла крепкую связь с религией, проповедуя веру в Иисуса Христа и призывая людей к доброте и мудрости. При этом она интерпретировала библейские притчи по-своему и даже создавала собственные молитвы. Одним из любимых рассказов Ванги была история о Ноевом ковчеге, который, по ее словам, находился всего в нескольких шагах от ее дома, и она могла прикоснуться к его теплому дереву. Этот рассказ вызывает разные толкования среди поклонников ее дара. Исследователи подсчитали, что за всю свою жизнь Ванга сделала примерно 7000 пророчеств. Из них около 80% оказались точными, что подтверждает ее репутацию одного из самых известных и уважаемых ясновидящих XX века. С 1967 года Ванга официально стала государственным служащим Болгарии, получая ежемесячную зарплату в размере 200 левов. До этого момента она принимала людей бесплатно, довольствуясь лишь подарками. С обретением официального статуса к Ванге стало приходить все больше знаменитых гостей, включая политиков, писателей, актеров и ученых. Среди них были болгарский царь Симеон II, лидер Компартии Болгарии Тодор Живков, советские писатели Леонид Леонов, а также представители президента России Бориса Ельцина. За период с 1967 по 1991 годы Ванга принесла государству доход в размере около 10 миллионов долларов США. Однако ее деятельность находилась под строгим контролем властей. Несмотря на свое положение,
Ванга продолжала вести скромную жизнь. Деньги она практически не трогала. Родственники и помощники занимались оплатой ее повседневных расходов. Даже в преклонном возрасте и будучи больной, Ванга находила силы принимать людей, нуждающихся в ее помощи. Каждый день к Ванге приходило более 100 человек, и она предсказывала их судьбу с использованием кусочков сахара. Перед визитом к Ванге посетители клали сахар под подушку на ночь. Всего за время ее работы таким способом было использовано свыше 2 тонн сахара. Хотя мнения о Ванге остаются разными, ее способность видеть будущее и предсказывать события признается многими. Верица Абринович, известная как сербская Ванга или сербский Нострадамус, была одной из самых известных сербских предсказателей. Ее сотрудничество с правительственными структурами и способность прогнозировать будущие события сделали ее фигурой, пользующейся большим уважением в политической среде. Одним из наиболее значимых моментов в карьере Верицы стало ее предсказание обстановки в мире на период с 2016 по 2030 годы, сделанное в 2015 году. Она заявила, что человечество ожидает множество потрясений, как политического, так и экологического характера. Эти предсказания оказали влияние на стратегические планы и решения многих политических лидеров. Абринович славилась своей точностью в предсказании судьбы политических событий и природных катастроф. Ее прогнозы охватывали широкий диапазон тем, начиная от международных конфликтов и заканчивая стихийными бедствиями. Она делала прогнозы для Югославии, Сербии и других стран, а также давала долгосрочные прогнозы на будущее. В 2007 году Верица предсказала, что Бразилию ждут наводнения, которые повредят плантации кофе. Вьетнам ждут страшные дожди. Что касается Японии, то она видела цунами из-за аварии на электростанции и говорила о том, что проблемы внутри нее существуют давно, но их никак не могу решить. В Китае произойдет большая катастрофа. Погибнет много людей. Будет объявлен траур. Он продлится 3 дня. В Японии действительно произошло цунами в марте 2011 года, вызванное землетрясением и аварией на АЭС Фукусима-1. Тогда погибло более 20 тысяч человек. В Китае в 2008 году был объявлен 3-дневный траур после чудовищного землетрясения, когда погибли десятки тысяч человек. Но больше всего Верицу беспокоило извержение вулкана в парке Йеллоустон в США. В скором времени он проснется. Извержение будет такой силы, что могут возникнуть несколько землетрясений. Мир окунется во тьму, так как облако пыли закроет солнце. Наступит похолодание. Начнется так называемый малый ледниковый период. Этот прогноз был сделан в 2015 году. Сбудется ли это предсказание? Хотелось бы верить, что нет. Верить ли предсказаниям Верицы Абринович? Каждый решает для себя сам. Скажу лишь, что многое из того, что она говорила, действительно сбылось, а что-то только ждет своего часа. Как бы там ни было, будем верить в наше общее светлое будущее. Друзья, а я хочу вам предложить очень интересный проект. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота. Ссылка в описании. А на сегодня это все. До новых встреч!